Привет, Сальса Геймер у микрофона. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Фестиваль демо-версий Steam подарил возможность поиграть в ряд интересных проектов. Самой интересной стратегией и симулятором поселения оказался Norland. Это шедевр! Norland — это симулятор северного поселения. Игра предлагает отстроить свое поселение на холодном и жестоком севере. Игрок возьмет под контроль королевскую семью из 3 человек. На развитие самого поселения разработчики дали 20 дней лета. Очень мало. И хочется еще и еще продолжать. Пока в начале, кроме внешности лордов и фамильного герба, ничего выбрать и изменить нельзя. Стартовые характеристики персонажей изменить нельзя. Всего их 8. Манеры, торговля, убеждения, интеллект, управление, преподавание, бой и командование. После того, как в редакторе персонажей мы слепим своего и выберем ему имя и герб, игра перебросит нас на карту регионов. Регионы будут отличаться климатом, количеством ресурсов, дерева и железа и уровнем плодородия. Пока нам доступен только один. В регионе у игрока будет маленький город, которому подчинены 2 небольшие деревни, из которых в город приходят работники, и мы получаем с деревень дань в виде простых ресурсов. Чаще всего это брюква или мука. Игровое время делится на сезоны, но пока мы видели только лето. А день делится на фазы: фазы сна, фазы работы и третья отдыха. Строительство ничем уникальным не отличается. Есть необходимые ресурсы, можно построить здания. Поначалу набор скудный, но с продвижением науки выбор вырастет. Поля необходимо размещать на плодородной почве, железный рудник на месторождении, а лесозаготовки проводить в лесу. Основной же ваш ценный ресурс в игре — это не деньги, не еда и не крестьяне, а семья лорда. Каждый из них уникален со своим характером и способностями. На знать ложится основная функция по управлению. С кем воевать, с кем дружить, с кем породниться, против кого начать войну, с кем торговать, а кого грабить, решает семья лорда, главой которой по сути и является игрок. У вас на старте будет 3 члена семьи: лорд с женой и его брат. Лорды будут присматривать за тем, как работают крестьяне. Без назначенного к производственному зданию лорда оно не будет функционировать. Навык лорда будет влиять на эффективность производства. Рабочий день лорда будет заключаться в том, чтобы обходить закрепленные за ним здания и подбадривать пинками крестьян. Если лорд болен, ушел на войну или занят дипломатией, взят в плен или изучает что-то в библиотеке, здание не будет работать или производство будет минимальным. Также назначить одного лорда с лучшим навыком на все здания будет плохой идеей, потому что, скорее всего, он не успеет побывать везде за день. Главной же задачей семьи является продолжение рода. Наследников можно обучать любым навыкам на ваш выбор, если кто-то из взрослых в вашей семье обладает достаточным навыком преподавания. Можно наплодить бастардов с крестьянами, но в наследовании они не примут участие. Лорд решает, какую цену платить своим работникам за работу и какие товары им продавать. Есть товары необходимые, такие как брюква, мука и самогон. Если вы будете ставить на эти товары большие цены, то крестьяне могут поднять бунт, а также начать воровать и грабить. А если в городе станет совсем плохо жить, то крестьяне перестанут у вас селиться. Для счастья черни нужно немного: дом, пища и выпивка. Особое место в жизни крестьян занимает религия. Поначалу у вас будет лишь алтарь, вокруг которого будут собираться жители и проводить погребальные обряды. Но этого мало, необходим храм, чтобы люди могли молиться и исповедоваться. Лорд может играть роль жреца и читать проповеди, но с ростом поселения к вам придет священник. Вы не сможете им управлять, но он возьмет на себя роль духовного наставника. В городе появятся фанатики, а еретиков будут очищать огнем. Крестьяне в фазу отдыха будут молиться, покупать товары и отдыхать в пабах и притонах. В пабах может начаться драка, так что подумайте, прежде чем продавать крестьянам ножи. А посетители притона могут стать наркоманами и опуститься до краж и убийств. Правящая семья — это знать, которая привыкла жить в роскоши в отличие от черни, и вам придется поддерживать определенный уровень их благосостояния. Если они будут есть брюкву и запивать самогоном, ничем хорошим это не закончится. Они не будут достаточно отдыхать, и качество жизни будет падать, что в конечном итоге сможет привести к истощению, и лорд не сможет двигаться,
Чтобы лорд был весел и бодр, на его очаге должно скворчать мясо, а в желудке плескаться дорогое пиво. Помимо обыденных потребностей, у лорда может возникнуть особо страстное желание, например, поохотиться на волков, поиграть с кем-то, поговорить и прочее. Неудовлетворенное желание будет угнетать персонажа, пока он его не выполнит. Помимо присмотра за работниками, королевская семья будет изучать новые науки. Для этого игроку нужно построить библиотеку и усадить лорда за книги. Способность к обучению у всех различная и будет влиять на скорость изучения. В библиотеке для начала будет доступен лишь базовый комплект книг, которые можно прочесть. Полки можно заполнить и другими. Книги можно выменивать или купить у других знатных семей, или же приобрести за звонкую монету у торговца. Книги делятся на несколько уровней по знаниям. Книги с базовыми постройками и знаниями стоят дешево. Храм или мастерская, например. Здания посложнее с более дорогим производством, например, свиноферма для производства мяса, оружейник для производства доспеха и мечей уже подороже. К тому же вы можете получить знания, как меньше тратить ресурсов на постройку здания, меньше дерева или железа, а также улучшить особо важные здания. Обычные здания вы можете улучшить и так, добавив дополнительное рабочее место. А вот для улучшения главного чертога нужна особая технология. На изучение технологий будет тратиться пергамент. Если его нет, то лорд не сможет ничего изучить. Изученная технология добавит новые здания и производство. Знания закрепляются за конкретным лордом. В случае его смерти знания будут утеряны, новые здания нельзя будет строить и производство встанет. Изучать технологии придется заново, но это возможно сделать, если у вас в библиотеке хранится нужная книга. Изучивший технологии лорд может сам написать по ней книгу, но на это уходит много пергамента и огромное количество времени. Лорд может так и не дописать свою книгу, отбыв Кодину, поэтому их лучше покупать. Как и не рекомендуется все технологии изучать с помощью одного знатного человека. С ее потерей поселение рискует впасть в кому. Пергамент также тратится на гонцов. Чтобы гонец доставил сообщение другому лорду, собрал за вас дань, заключил торговое соглашение, вам нужно написать письмо и потратить на это единицу пергамента. Не хотите тратить, милорду придется ездить с этим поручением самому. Для сбора дани и заключения торгового соглашения это пустая трата времени. А вот на дипломатические миссии лучше ездить самому. Учтите, что при этом ваш милорд может попасть в плен по дороге, или он может быть взят в плен другим лордом во вражеском городе. Члены вашей семьи также могут быть подкуплены чужим домом и начать шпионить за вами. Это повлияет на их верность вам, которая здесь выражается от 0 до 100. Среди знатных особ ценится особая валюта. Это священные кольца. Основная функция колец – подкуп других лордов. Вы можете дарить их своим союзникам, увеличивая их лояльность, нанимать временно других лордов на службу, чтобы они управляли вашим производством за вас. Гостей лордов вы можете пленить и заставить вам служить, или потребовать выкуп за свободу. В случае плена другой город может объявить вам войну, чтобы освободить своего лорда. Дипломатия в игре между домами есть и дает вам большие возможности по взаимодействию. На более слабые города вы можете нападать, грабить или подчинить их и требовать дани. С более крупными домами лучше договариваться. И лучший способ защитить себя — найти сильного сеньора и платить ему дань. И все готовы принять вашу вассальную клятву. Для этого у вас должен быть определенный уровень отношений. Вы можете улучшить отношения, отослав в другой город дипломата, заплатив или выполнив дипломатическое поручение. Чаще всего нужно убить разбойников или волков. Это улучшит отношения. Но если не получается, есть крайняя мера – организация покушения. Вам также следует заботиться о своих границах и деревнях. Если деревни разграбят, то они перестанут выплачивать дань, и оттуда не будут приходить работники. Но для защиты необходимо воевать. Подходим к самому интересному – война. С самого начала игра вам поставит условие, что жену лорда похитили разбойники и ее надо вернуть. Вы можете купить наемников, которые умело сражаются, или же набрать отряд из крестьян, кто хотя бы знает, каким концом браться за копье. Я читаю паблик ВК разработчиков и знаю, каких усилий им стоило создание сражений. Крестьяне годятся в армию не все, а лишь с военными навыками. Базовые они будут иметь значение 1, очень редко 2. У наемников же от 3 и выше. Чем выше навык, тем лучше сражается воин и тем сложнее его убить. А также воин с более высоким навыком в сражении получает право первого удара.
Из амуниции доступно немного. Копья, булавы, мечи, топоры, щиты, кожаная и железная броня. Отряды сталкиваются стенка на стенку и наносят удары, исходя из боевого опыта и вооружения. Бьют воины по очереди, а урон считается от оружия и брони. Поведение воинов на поле боя зависит от морали. Много смертей заставит побежать отряд, при этом кто-то и правда сбежит, а большинство возьмут в плен и они станут рабами. Своим рабам вы можете платить, можете не платить, можете кормить, можете не кормить. Все это регулируется в таблице. Воины получают жалование, живут только в казарме, если ее нет, они спят на улице. Они могут тренироваться на плацу под командованием лорда, скорость обучения зависит от навыка лорда. Для охраны населения можно расставлять посты. В рабочее время воины будут брать доспех и оружие из сундуков у главного чертога и нести дозор. К сожалению, пока предметов в игре не очень много из оружия, еды и одежды. Будем надеяться, их расширят. Но уже сейчас в игру погружаешься с головой, и только таблица с истечением 20 дней возвращает в реальность. Shut up and take my money. Пожалуй, кратко об игре все. Игра дает широкие возможности для того, чтобы игрок мог построить город и ввести политику, какую захочет. Она непростая, и починить себе всю карту, если игрок поставит себе такую цель, будет непросто. У игры приятная и уникальная внешняя графика. Я знаю, что разрабы вдохновлялись RimWorld, но получилось у них что-то свое. Саундтрек в игре очень красивый, в стиле фолк, но если много играть, он надоедает. Пару раз за все прохождения у меня возникали баги, когда игра намертво зависла. Несколько раз начинали тупить крестьяне, а пару раз по дороге домой заблудился король. Один раз по моей вине. Он проиграл сражение, его двинули по голове, и без сознания он около суток пролежал на поле боя. После чего еще сутки бродил по лесам, пока наконец не пришел домой. Пока же мой отпуск подходил к концу, разрабы не сидели сложа руки и подвели итоги демо. По результатам демо добавят оптимизацию. Здание можно будет поворачивать, чего сейчас в игре делать нельзя. Добавят большое количество экономической и обзорной статистики. К домам добавят семейные дома для лордов, чтобы не бегали друг к другу по ночам, а жили вместе. В военном деле добавятся луки и арбалеты, что поменяет тактику сражений. Появится возможность наносить удар в спину с помощью второго отряда. Дело в том, что сейчас сражение проходит в режиме стенка на стенку, с лордом во главе. Удар в спину будет наноситься первым и игнорировать броню. Отряды получат опции бежать, сдаться в плен или держать лорда позади, но в этом случае воины получат штраф к морали. На глобальной карте появится возможность выбрать другие регионы, новые дипломатические квесты и развернутый обзор дипломатических отношений. Доработка нечестивой орды, тут я не знаю, о чем идет речь. Я больше строил, чем воевал, и как раз для таких как я добавят легкий режим строительства. На старте появится возможность выбирать у членов семьи навыки. Чем прокачаннее будет навык, тем старше будет лорд. Изменится тип и система наследования. Будет переработана внешность детей. Они не будут выглядеть маленькими взрослыми. У каждого из поселения, будь то лорд или крестьянин, появятся свои убеждения. Философ, фанатик, еретик, язычник и прочие. По срокам разработчики очень надеются выпустить в ранний доступ игру в конце лета, точнее к концу августа, но могут и перенести на сентябрь. Они очень боятся релиза Starfield и, возможно, Норленд уедет на начало октября. По цене в самом первом интервью после анонса была названа ориентировочная цена в 500 рублей, но с тех пор много утекло воды и слез разрабов, а Steam поменял уже пару раз систему ценообразования. Не исключено, что в итоге она будет выше. Русский язык в игре будет точно, многопользовательский режим не заявлен. Игра строго одиночная. На этом пока все. Пока-пока и не бомби по пустякам.